Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим основные события, что ожидается, что произойдет, а также какие движения будут в рубле, долларе, нефти, золоте и ключевых активах сегодня на открытии российской площадки. Так, давайте начнем с голосования в США. Здесь практически безоговорочно побеждает Байден. Трамп пытается оспорить в ключевых штатах результаты выборов, но я думаю, скорее всего, ничего у него не получится. Здесь у нас по поводу Конгресса возникает дилемма. Здесь получается на текущий момент картина 50 на 50. Вот это как раз получается не очень хорошая такая ситуация, когда президент республиканец, а Конгресс он получается сам по себе, потому что там, хорошо, что республиканцы не преобладают, но 50 на 50. Чревато это тем, что ключевые решения они будут тормозиться, в том числе по стимулирующим мерам, и это будет приводить к тому, что ситуация, как мы наблюдали в последнее время по поводу стимулирующих мер, она уже с июля месяца тянулась к подписанию новых стимулирующих мер. Так что вот как раз мы получаем такую ситуацию, когда кризисные все явления они будут обостряться, будут тянуться до последнего. И в самый последний момент, возможно, будет приниматься какое-то решение, не факт, что это будет вовремя и что это решение, оно действительно поможет выйти из тупиковой ситуации, из кризиса. Так, но сегодня еще ФРС вечером выступает. Вот здесь вот Джерома очень непростые времена возникли, потому как Джером, насколько я знаю, республиканец, вот, президент побеждает демократ, в Сенате 50-50, 50 на 50, и поэтому опять его призывы, они скорее всего будут оставаться в стороне по поводу того, чтобы принять законы, связанные со стимулирующими мерами или с какими-то иными действиями, которые бы облегчили положение в экономике. Вот. Но он до начала 2022 года просидит, а дальше, наверное, его Байден попытается сдвинуть на какого-то более левого, более социально ориентированного председателя ФРС. Вот. Но сегодня даже интересно, то есть какое у него будет решение, какое выступление, потому как с одной стороны он должен что-то пообещать позитивное, с другой стороны как бы по ставкам уже двигаться некуда, там уже номинально отрицательные ставки начинаются. Но скорее всего будут обещания в части того, чтобы выкупать больше активов. Вот, и таким образом разгружать американскую экономику и позволять удержаться на плаву предприятиям среднего бизнеса, особенно у которых ой какие непростые времена начались. Так, друзья, давайте перейдем к графикам. Китайский фондовый рынок сегодня он в космос уже улетел. Вот, соответственно, тут уже сегодня, завтра будет тестирование вот этой верхней границы 4900. В случае пробития и закрепления нас ждут новые вершины, новые движения наверх по Китаю. И здесь надо понимать, что это очень благоприятно для Чермета, то есть для Северстали, ММК и НЛМК, скорее всего, их потащат далее наверх. Ну и текущее положение на китайском фондовом рынке, рост такой индекса с гэпом еще, фактически уже подошли к верхней границе. Вот, это позитив для нашего фондового рынка. Так, друзья, далее индекс доллара. Вчера было сильное движение, выносы очень мощные. Сегодня вернулись под 93.43. Вот, здесь сказать о том, что все как бы идет риск-он полномасштабный, пока еще рано. Для того, чтобы это произошло, надо, чтобы был пробит диапазон, вот этот 93,2, в идеале даже 93,1. Вот здесь вот, тогда можно говорить, да, что ситуация изменилась таким образом, что сейчас начинается риск-он, и скорее всего в такой ситуации пойдет очень мощный приток, в том числе на российский фондовый рынок. Пока ситуация не такая, здесь все идет вокруг сильного уровня 93.42, и сегодня уже вполне может вернуться выше этого уровня и закрепиться над ним. Вот, если сегодня такое произойдет, то высока вероятность того, что в пятницу или понедельник пойдет движение
на 94. Вот. Ну а сейчас как бы ждем, если он начинает закрепляться под сильным уровнем, то тогда, скорее всего, в ближайшее время будет пробой 93.25 и движение вот сюда, вот к нижней границе. Вот это ее тестирование на пробой. Так, но судя вот по часовому таймфрейму, ближайшие часы они будут определяющими, потому как либо здесь пойдет пробой вот этого диапазона и дальнейшее ослабление доллара, или же мы в течение, наверное, часа-двух, возможно, увидим попытку закрепиться выше 93.42, и, соответственно, в этой ситуации сразу пойдет движение 93,5, вот сюда, вот к верхней границе. Так, далее SFD на американский фьючерс S&P, ну здесь позитивная ситуация, идет рост. Сейчас, поскольку он уже закрепился выше вот этой области, высока вероятность того, что разовьется дальнейшее движение, и у нас ближайшая цель это 3550. Вот это движение, оно не произойдет в том случае, если сейчас возникает корректирующий откат и происходит пробитие 3400. Вот 3400 если пробивается, то все это движение ломается, и мы, скорее всего, пойдем тестировать 3320 и, возможно, падать более сильно. Вот. Но сейчас пока как бы все более или менее оптимистично. Хотя сегодня будет, я так думаю, весьма волатильное движение, потому что вечером выступает глава ФРС. У него не очень простая ситуация. Он должен с одной стороны что-то пообещать, с другой стороны он, получается, зажат в тисках. Если в Конгрессе не будет большинства у демократов, хотя опять же он сам, Пауэлл, по-моему, все-таки республиканец изначально, вот, но в любом случае до 2022 года, скорее всего, он будет находиться на своей позиции и руководить ФРС. Так, далее нефть. По нефти идет попытка корректирующего отката. Здесь в ближайшие часы, если не будет пробития 40.25, 40,2, то вероятно, что вот эта консолидация она приведет к тому, что отсюда будет задерг, и цель этого задерга пробитие 41,3. Вот. Если пробиваем 40,2, то скорее всего пойдем консолидироваться на 39,62, вот на этом сильном уровне. Пока больше факторов указывает на то, что отсюда пойдет повторное движение, закрепление на вот этом сильном уровне 40,83 и движение к верхней границе с целью ее пробить и уйти на 42,55. Вот. Но опять же, обращаю внимание, сегодня могут быть очень резкие колебания, потому что эпопея с выборами не завершилась, плюс днем данные по безработице США по новым заявкам на пособие, и вечером выступает Пауэлл. Поэтому вполне может быть так, что у нас движение будет вот так вот строиться в течение дня. Так, далее золото, по нему очень интересная ситуация сегодня складывается. Вчера такое вот мощное движение вниз было. Вот. И здесь сейчас ситуация следующая. Если мы в ближайшие часы получаем пробой 1900-1898 вот этого диапазона, то тогда, скорее всего, рост золота он исчерпывается и пойдет движение на 1882 и потом 1875. Если такового мы не получаем, то здесь будет движение к верхней границе на 1917, и вот в случае пробоя диапазона 1917-1922 у нас отсюда получается очень хороший, очень мощный рост, цель которого будет сначала 1940, а потом 1961. Вот. Но это будет только в том случае, если сейчас не произойдет отката на пробой вот этого диапазона. Вот. И, соответственно, если этого не будет, то у нас будет сейчас движение к вот этой верхней границе и попытка ее пробить. Вот если она успешно осуществляется и пробивается, перед золотом открываются шикарные горизонты. Если этого не происходит, то будет колебательное движение в рамках 1901-1922, и это движение оно будет продолжаться, пока не пробьется 1900-1800
98. Как только пробьется, оно сразу посыпется. Так, друзья, далее доллар-рубль, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Вот, но если ориентироваться на Форекс, то скорее всего сейчас пойдет движение, цель которого будет 77-75. Вот, я думаю, что здесь, если это движение продолжится и мы получим пробой 77,3, то в этой ситуации мы увидим и дальнейшее движение вниз на укрепление рубля, ослабление доллара, цель которого будет 76,5. Вот, конечно, сейчас не факт, что пойдет вот это вот движение на 77.35, потому что нефть консолидируется, она перестала расти. Вот, поэтому вполне как бы мы отсюда получаем движение на открытие в этот диапазон и возможно сюда. И скорее всего 77, 75, 77, 77. Вот это значение, оно послужит тем уровнем, от которого пойдет отбой. И соответственно дальнейшее движение, оно будет в диапазоне 77, 75, 78, 31. Ну по крайней мере в первой половине дня. Вот, в том случае, если все-таки будет пробит на открытии вот этот диапазон, то может пойти задерг, цель которого 76, 45, 76, 25. Вот сюда вот. Вот. Поэтому Форекс, он только ориентировка, он не показатель, не есть какой-то четкий, точный сценарий. Вот. И здесь все в большей степени зависит от того, какие произойдут события на внешних площадках, что будет с нефтью. Пока как бы напрашивается на открытии движение на 77-75 и возможно тестирование 77,4 вот этого значения. Так, друзья, далее евро-рубль. Евро-рубль Tomorrow, дневной таймфрейм. Здесь у нас наиболее вероятно, что вот сейчас с утра пойдет движение, цель которого потестить вот этот диапазон 91,9, 91,35. В том случае, если будет все-таки задерг ниже и пробитие значения 90,7, то в этой ситуации мы скорее всего увидим укрепление рубля, цель которого будет сначала 89,67 вот сюда вот, и потом движение на 88,64. Я думаю, такого мы в ближайшее время не получим движения, и здесь скорее всего, я думаю, вообще в принципе в перспективе ближайшей мы ограничимся движением, цель которого будет вот этот диапазон 91,3, 91,9. Вот, соответственно, сейчас на открытии, скорее всего, пойдет движение вот сюда, будет попытка пробоя и закрепления в этом диапазоне. Так, но если вот ориентироваться на 4-часовой таймфрейм, то, скорее всего, движение на открытие будет 91,5, 91,3. Вот сюда, вот в этот диапазон. Вот, если будет дальнейший задерг и пробитие 90,73 вот этого значения, то движение продолжится и цель его будет по 4-часовику сходить на 90,2. Вот сюда вот. Вот. Но я думаю, все-таки, скорее всего, вот это движение на укрепление рубля ограничится либо 91,35, либо вот этим диапазоном. То есть более сильного укрепления рубля к евро, по крайней мере, сегодня, я думаю, его, скорее всего, не будет. Так, далее фьючерс на индекс РТС декабрьский. Но здесь у нас вполне как бы сейчас может движение произойти в диапазон 112 тысяч, 115 тысяч 250. Вот сейчас, если сразу на открытии гэпом, либо пробиваем по факту движения 112 500 на объеме, то скорее всего будет движение, цель которого 115 300. Потестить и возможно пробить вот этот уровень 115 300. Соответственно, если он будет пробит, то следующий цикл движения уже сегодня будет на 116 1800. Вот сюда, вот к этой толстой зеленой линии. Ну, я думаю, по РТС здесь все может очень быстро и стремительно произойти. Вопрос только в том, по факту достигнутых значений 115 400 или 116 800, вот здесь будет либо проторговка и закрепление, либо пойдет корректирующий откат, цель которого будет 111 500. Вот посмотрим, как здесь будет все это дело протекать, формироваться. Так, друзья, ну и далее акции Сбербанка. Здесь вполне вероятно, что прямо на открытии будет взят вот этот сильный уровень 215,5.
Сюда, скорее всего, либо будет гэп, либо движение. Если он будет пробит и здесь возникает проторговка, то Сбербанк переходит на новый энергетический уровень 220-215,5 и будет торговаться в нем. Если он не будет пробит, здесь пойдет снижение объема по факту достижения, либо пойдет проторговка под ним где-нибудь вот здесь, то тогда сегодня уже стоит ожидать корректирующего отката, и цель этого корректирующего отката будет возврат к уровню 210-208,5, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, ну и далее Газпром, куда же без Газпрома? Ну смотрите, по Газпрому у нас здесь прям четкая цель движения, это диапазон 167-170. Вот скорее всего мы сегодня попытаемся сходить к этому значению и либо здесь закрепиться, либо соответственно отбиться от нижней границы 167, и тогда уже пойдет откат, цель которого будет возврат на 160, вот сюда вот. Так, ну вот если брать 4-часовик, он здесь так это самое страшно навис, что вот-вот сыпанется и уйдет на 155, но я думаю, такого не произойдет. Сейчас, скорее всего, будет открытие с гэпом на 165 и потом попытка двинуться в диапазон 167-170, вот сюда вот. Вот, соответственно, если он здесь закрепляется, это очень позитивный момент. Значит, в ближайшее время вполне может быть движение на 174. Вот, вот эта формация, она немножко страшная, потому что она указывает, что здесь, возможно, произошел разворот с целью на 154-152, вот сюда вот. Но все-таки, я думаю, здесь у нас будет позитивное движение наверх. Сначала на 165. И в случае закрепления у этого значения дальнейший ход 167-170. Все, друзья, спасибо за внимание.